везде за границей жить лучше, а в России как-то хуже. Я вообще не считаю, что страна что-то кому-то должна давать. Об этом человек сам должен, по большому счету, позаботиться. Каждый день такие новости типа там кто-то украл кефир из магазина, что-то в этом роде, столкнулись там две машины где-нибудь в туннеле. Вот это, в принципе, все новости, которые здесь происходят. В России очень высокий уровень сервисов по всевозможным доставкам, плюс сервис, допустим, в бьюти-сфере. Специалисты вообще из СНГ, не только из России, вообще из СНГ, очень востребованы по всему миру. И бьюти-сфера, она очень развита, и технологии в ней очень развиты в странах СНГ. В России все эти сервисы, они достаточно доступны. Когда ты начинаешь общаться с людьми, как правило, темы политики не затрагиваются в обычных разговорах. То есть сколько бы вот я ни общалась, еще ни разу никто меня не взял за грудки и не пытался выяснить какую-то мою позицию. Я за то, чтобы в России скорая стала платной. Для того, чтобы люди начали, во-первых, ценить то, что она есть, и перестали вызывать скорую по ничтожным причинам. Полиция в Израиле реагирует гораздо быстрее и жестче. С другой стороны, к сожалению, и этого бывает, наверное, недостаточно для того, чтобы пресекать какие-то случаи насилия, но не на ровном же месте это тоже происходит. Всем привет, друзья! Небольшое объявление. Я запускаю на канале плейлист, посвященный эмиграции из Израиля. Эта тема очень актуальна, все больше людей задумываются о переезде на фоне войны. Постоянного роста цен на жилье, на продукты, налоги и многое другое. Жизнь в Израиле с каждым годом становится все сложнее. Цены растут намного быстрее, чем зарплаты, и это ощущают многие. Именно поэтому люди начинают искать для себя более комфортные и перспективные места для жизни. Несколько месяцев назад я уже пробовал поднимать эту тему на своем втором канале, но там она не получила должного отклика из-за слишком разношерстной аудитории. А здесь у нас более сплоченное сообщество, и я уверен, что такие видео будут вам интересны и полезны. Главная героиня сегодняшнего выпуска – Александра. Она прожила в Израиле 6 лет, а потом решила переехать в Россию, а конкретно в город Сочи. Сегодня она поделится с нами своими впечатлениями о жизни там и расскажет, почему она сделала выбор в пользу России. Расскажи свою историю вкратце про переезд из России в Израиль и из Израиля в Россию. Так, я переехала из России в Израиль, получается, в 17 году, летом 17 года. В Израиле я прожила, соответственно, 6 лет, я переехала из Москвы. Вот. И, получается, чуть больше года назад я вернулась обратно. Кем ты работала в Израиле и хватало ли денег на жизнь? В Израиле, в принципе, значит, у меня были такие сферы деятельности. Сначала долгое время, там, по причине того, что у меня не было визы с разрешением на работу, я не работала. Дальше я устроилась в такую компанию, которая занималась производством одежды, шили одежду разную, и делали наклейки для всевозможных спортивных секций. Вот, я там работала на горячем прессе, то есть я резала наклейки эти на плоттере, делала для них графику, соответственно, какие-то логотипы, имена там и так далее, и так далее. Мы работали сначала в Тель-Авиве, потом наша компания переехала в Азур. У меня очень хороший начальник мой бывший, которого я обожаю. Вот. Насколько этого хватало? Ну, смотри, поскольку я все-таки не одна жила, наверное, если бы я жила одна, мне бы вряд ли, конечно, хватало этой суммы на жизнь. Я сначала получала там минималку порядка 29-30 шекелей в час. Потом уже в конце мне подняли до 40 шекелей в час, потому что я уже там проработала года 3, я очень много чего там делала. То есть у меня были там разнообразные обязанности, поэтому мой начальник, он мне поднял зарплату. Вот. И потом еще надо учитывать такой момент, что у меня рабочий день не был нормированным. То есть, допустим, мы так сразу договорились, то есть я не приезжала там в 9 утра, и я не работала там по 12 часов. То есть, условно говоря, когда были заказы, мне говорили: Саша, есть заказы, я приезжала тогда, когда мне удобно, и я понимала, что мне надо к такому-то сроку успеть. Поэтому у меня всегда получалось разное количество часов. Ну, скажем так, вот самая большая моя зарплата, которая получалась, там порядка
6 тысяч шекелей, наверное, в месяц, да. Ну, если, опять же, еще раз повторюсь, проживать одному на эту сумму, ну, наверное, это будет сильно маловато. Ну, то есть, как бы, причины переезда из Израиля это не зарплата. Нет, не зарплата. Причина переезда из Израиля, я сразу могу сказать, это, скажем так, совокупность причин. Вопрос не столько как бы в деньгах стоял, по большому счету. Это ну, некая совокупность причин получилась. Вот. Что касается денег, опять же, то есть мой опыт это опыт совместного проживания, да, поэтому если человек один живет на эту сумму, я думаю, что это ну, сложно достаточно. Мои подруги, допустим, которые жили одни, сами там снимали и так далее, с которыми мы там познакомились в Эйлате, и на тот момент у них выходило, ну, наверное, в районе там тоже 6-7 тысяч шекелей в месяц, но вот им только-только вот хватало вот закрывать, собственно, свои какие-то там базовые потребности и так далее. А вот сколько на двоих у вас было? Примерно. От месяца к месяцу по-разному, конечно, на двоих. Ну, в самый, опять же, такой плохой месяц, если у меня, опять же, там еще попадало на корону, когда мы сидели дома, когда не было работы там вообще. То есть какие-то месяца это могло быть, там, опять же, от 7 тысяч шекелей в месяц и до, там, 10, может быть, до 15, вот на двоих в совокупности. Где-то в этом районе. Ну, хорошо. Расскажи про причины, почему ты уехал из Израиля. Почему ты захотела уехать? Ну, это совокупность причин. Это совокупность Ну, причин. ты расскажи хоть одну причину. Ну, ты мне не рассказывай про личное. Личное это как бы, это твое личное. Нет, это действительно совокупность причин, я тебе так скажу. Если бы не было каких-то общей такой моей личной напряженности, которая уже достигла какого-то своего пика, я бы, может быть, и не уехал на самом деле. Понимаешь? То есть, да, есть определенный дискомфорт, который меня сопровождал в плане каких-то бюрократических вещей, да, они где-то решались, они где-то не решались, понимаешь? Вот. Но в целом это все, так скажем, преодолимо, если с другой стороны там все хорошо. Вот. Поэтому это совокупность. Поэтому я не могу тебе сказать, что я уехала, потому что было мало денег. Нет, это будет неправда. Я не могу сказать, что я уехала, потому что не было разнообразной еды, каких-то сервисов. Нет, дело не только в этом. То есть, если бы было дело только в этом, я бы, наверное, не уехала бы. Поэтому это действительно вот какая-то совокупность и мое личное напряжение, которое выросло. И мне нужно было, по большому счету, куда-то его вылить, остаться в каком-то вот таком вот спокойствии, привести себя в душевное, так скажем, равновесие. То есть это не какая-то одна причина, это вот мое личное вот такое напряжение, понимаешь? Скажи, почему тогда в Россию, почему не в другую страну? Ну, потому что я гражданка Российской Федерации, поэтому вполне логично, что я вернулась обратно в Россию. Я не исключаю возможность переезда в какую-то другую страну, возможность пожить в какой-то другой стране. Я вообще это не исключаю. В какой город ты переехала? Почему туда? Вот это интересный вопрос. Я переехала в город Сочи, у меня, соответственно, был выбор вернуться обратно в Москву, где я до этого жила 13 лет. Но я поняла, что Москва мне очень сильно не подходит по климату. Плюс я, наверное, уже устала от какой-то слишком такой суетной жизни. Израиль меня привел уже в такое более спокойное состояние после Москвы. И мне пришла такая интересная мысль, а почему бы не переехать в Сочи? Дело в том, что я до этого много лет проработала в туризме, причем во внутреннем туризме, специалист по санаторно-курортному лечению. И мне пришла в голову такая мысль, что если я перееду в Сочи, то как минимум я смогу продолжать работать в той сфере, в которой я работала до этого. То есть или где-то в гостинице, или в турагентстве и так далее, и так далее. То есть выбор достаточно большой. В Сочи у меня никого знакомых не было, друзей, знакомых. То есть, в принципе, я переехала просто вот в никуда. Собрала чемодан, приехала, позвонила в гостиницу буквально из аэропорта, спросила, есть ли у них там места, заселилась в гостиницу и начала присматривать жилье. Вот такой был переезд в Сочи. Вот ты переехала, сняла гостиницу и дальше что ты делала? Значит, я переехала, я сняла гостиницу недорогую, поскольку я приехала зимой, опять же,
очень мне повезло, что я приехала вне сезон, и мне легко было снять гостиницу, недорого. И до того, как переехать, конечно, я уже приблизительно присматривалась, какие цены на аренду жилья, да, где лучше снять и так далее. То есть приблизительно я какое-то вот впечатление по ценам себе составила. Вот. И приблизительно я себе решила, в каком месте я хочу жить и так далее. Значит, я стала обращаться к риэлторам, к местным, стала ездить. Буквально мне потребовалось 5 дней, то есть, в общем-то, через 5 дней я уже переехала в арендованную квартиру. Я посмотрела в разных районах города. Цены где-то на однокомнатное жилье варьировались от 20 там, до, получается, 35 тысяч рублей. Ну вот сейчас, вот, в которой я живу, она, конечно, получилась чуть-чуть дороже, чем я рассчитывала, 35 тысяч. Вот, были подешевле, но, опять же, либо это какой-то этаж слишком высокий, без лифта, либо какой-то район там попроще и так далее, и так далее. Ну вот я остановилась на этом выборе. А вот что хозяева квартир спрашивают, когда ты пытаешься снять квартиру? На самом деле аренда здесь, конечно, производится намного-намного проще. Она, в принципе, и тогда, когда я жила в Москве, я тоже снимала там комнату на тот момент, мне квартира не нужна была, снимала в центре на проспекте Мира комнату. Вот. Намного проще здесь обстоят дела с ХОЗ, поэтому не будет каких-то больших проблем. То есть не требуется, как правило, опять же, если это не какое-то дорогое элитное жилье, как правило, не требуется каких-то гарантов, не требуется каких-то больших сумм депозитов, да. То есть договор выглядит следующим образом. Ты вносишь там порядка 50% риэлтору, отдаешь за месяц, да, то есть 50% за месяц ты отдаешь риэлтору. Как правило, такая стандартная стоимость. Вот. Но, опять же, если ты напрямую снимешь, ты не будешь это оплачивать. Дальше может у тебя попросить твой арендодатель плату за еще 1 месяц. Ну, оно пойдет либо в последний месяц, либо если у тебя что-то сломается, чтобы это вычитали из этой суммы, да. Вот. И все, и ты, то есть, платишь, получается, сумму, по большому счету, ну вот за 2,5 месяца. Вот так, единоразово. Причем моя риэлтор добилась того, чтобы сумму вот этого залога за последний месяц мне разбить на 2 месяца. Да? То есть я в первый месяц заплатил 50% этого залога, и на следующий месяц заплатил еще 50% этого залога. И вот он, собственно, находится у арендодателя. Да? Вот. И я каждый месяц просто перевожу ей на счет. То есть чеков, ну тут понятие чека в принципе отсутствует. Да? Я ей просто делаю там переводы по номеру телефона, это можно сделать там по реквизитам, как ты хочешь. Можно это поставить просто в телефоне, чтобы у тебя были постоянные переводы каждый месяц на эту сумму. И все. Этого достаточно. А дальше в договоре прописывается единственный момент, когда я одну из квартир смотрела, но это была совсем новая квартира в только что построенном доме с очень хорошим ремонтом. И там, конечно, арендодатели для того, чтобы себя обезопасить, перечислили полностью стоимость там каждой вещи в этой квартире, стоимость там плиты, вытяжки и так далее, сразу прописали сумму, что если вдруг это повредится, что это там на моей совести и так далее. Но меня такой договор немножко не устроил, я, соответственно, нашла просто другое место и все. Но это, опять же, в случае дорогого жилья. Это в случае дорогого жилья. А ты сняла квартиру без вещей или с вещами, или как-то? А вообще в Сочи принято, ну это конкретно, опять же, в Сочи так, сдавать квартиры полностью обставленные. То есть, если задаться целью найти квартиру без мебели, я думаю, что это будет большая проблема. Они полностью обставлены, вплоть до того, что есть постельное белье, и есть все приборы, кастрюли, какие-то чашки, тарелки, все это есть. Потому что, как правило, сдают на лето, сдают на сезон, а на зиму приглашают жильцов вот на долгосрок, скажем так. Долгосрок это на год? Опять же, в Сочи чуть-чуть другие особенности, чем, допустим, в Москве. Ну, вообще, долгосрок мне нужно было от года брать аренду, да. Очень часто сдают на зиму, а на лето
уже сдают для тех, кто приезжает, собственно, как на курорт. И в этом есть определенная сложность, что ты на зиму снимаешь хорошее жилье, относительно недорого, но летом ты его освобождаешь, и вопрос, как летом найти себе жилье, это намного труднее становится. Вот. И бывают, конечно, такие случаи, меня об этом риэлторы предупреждали, что сначала хозяева говорят о том, что я сдаю на долгий срок, на год, а в результате перед тем, как начинается сезон, поскольку за месяц тебя имеет право предупредить арендодатель о том, что он заканчивает с тобой, собственно, контракт, предупреждает тебя, и дальше ты должен съехать, а эта квартира сдается уже на лето, там, помесячно или как-то там посуточно, там, и так далее, и так далее. Поэтому с этим определенная сложность есть. Мне повезло, моя хозяйка, она живет в другом городе, ей, в общем-то, не очень выгодно заниматься вот этими вещами, поэтому она мне сдала на длительный срок, и у меня с этим, слава богу, пока проблем никаких не возникает. То есть обезопасить себя никак нельзя? Сложновато, да, здесь сложновато, потому что у тебя в договоре написано, что ты предупреждаешь за месяц перед выездом, и, соответственно, арендодатель тоже тебя за месяц предупреждает перед выездом, поэтому в этом случае, да, по большому счету это будет на совести твоего арендодателя. Скажи про коммунальные расходы в сравнении с Израилем. Коммунальные платежи, одним словом, выходят где-то на человека в районе 2-2,5 тысяч рублей в месяц. Это без интернета, это свет, вода, газ, вывоз мусора, и у меня еще, естественно, плата за домофон. Значит, интернет у меня стоит 700 рублей в месяц, и телефонная мобильная связь, ну, у меня по максимуму, там безлимит полный, это 1000 рублей в месяц. Расскажи про районы своего города, какие районы лучше подходят для жизни и какая ценовая разница? На самом деле здесь ценовая разница, самое дорогое жилье, по большому счету, в аренде, естественно, будет в центре города. То есть это самый центр, он очень небольшой. Вообще сам центральный район Сочи, он небольшой по размеру. Я вот специально перед нашим выпуском решила посмотреть. То есть, в принципе, он умещается в Эйлат по размеру. Вот именно центральный район Сочи, если мы не берем дальше там Хост, Адлер и так далее. И по населению, кстати, приблизительно так же. А само Сочи размером с какой город? Вообще Сочи, есть такое понятие, как Большой Сочи. Это начинается от самого Адлера, по большому счету, аж от границы с Абхазией. И идет протяженностью уже до следующих районов, там Лазаревского и так далее, и так далее. Это все Большой Сочи. По берегу это десятки километров, понимаешь, да? То есть это все вот так вот растянутый такой вот. Это не один город, это множество маленьких городов. Но сейчас мы говорим непосредственно про сам Сочи. Мы не берем Адлер, это по большому счету соседний город. Вот именно центральный район Сочи. Это где-то порядка 50 тысяч жителей. Вот. И размером, то есть от меня до центра это порядка где-то, наверное, 3 километров. Вот. Ну, просто надо учитывать, что это, естественно, по горам, поэтому пешком может быть сложновато. А центр, он ближе к морю или как? Все вдоль моря находится. Сочи расположен таким образом, что есть центральная улица, Курортный проспект, он идет вдоль моря. Он идет вдоль всего, по большому счету, вот этого побережья Краснодарского края и начинается от самой Абхазии. И в самой Абхазии тоже точно так же есть центральная дорога, которая идет вдоль моря. И от нее идут некоторые ответвления дальше в горы. Есть еще, построили сейчас объездную дорогу. Вот. Ну вот сама центральная, это все вот так и расположено вдоль моря. И где-то оно вот так углубляется в горы, по большому счету. Вот так вот он растянут по набережной. Получается, как бы, сколько в самом дорогом месте стоит? Ты сказал, там 35-30, в самом дорогом сколько? Ну, в принципе, за 35 тоже однокомнатную квартиру, может быть, в центре бы удалось снять, но, наверное, хуже качеством. Вот. Плюс все-таки в центре номерной фонд постарше, поскольку это, по большому счету, старый город, опять же. То место, где я живу, здесь в основном новостройки, этот район еще развивается, здесь еще не так много, по большому счету, магазинов. Вот. И здесь дома более новые. Плюс есть определенные плюсы, есть определенные минусы. То есть, когда ты живешь в центре, у тебя все совершенно в шаговой доступности, по большому счету. Вот. Когда ты живешь на отдалении, тебе нужно проехать, но здесь не такие большие расстояния.
Опять же, мне не приходится, поскольку я не работаю там с 9 до 6, я не работаю где-то в центре, мне не приходится каждый день туда ездить, поэтому для меня это проблем никакой не составляет. Я сажусь на автобус, мне полчаса максимум доехать до центра, если дорога пустая, я доезжаю быстрее. Друзья, если вам близко то, что я делаю, и вы хотите поддержать мой канал, у вас есть несколько способов это сделать. Первое – это стать спонсором канала. Это не только знак того, что мой труд действительно вам важен, но и реальная помощь в том, чтобы я мог развивать канал и делать контент еще более качественным. Кроме того, у спонсоров есть ранний доступ к новым публикациям, а совсем скоро появится и эксклюзивный контент, доступный только для них. Второе – это одноразовый донат через кнопку с сердечком «Супер спасибо». Она находится под каждым видео. Такой донат видят другие зрители, и часто это вдохновляет их также поддержать канал. Третий способ – это прямая благодарность через систему PayPal. Я добавил для вас отдельную ссылку на мой PayPal в описании под каждым видео, чтобы упростить этот процесс. Любая ваша поддержка для меня очень ценна. Она помогает мне двигаться дальше, развивать канал, улучшать качество контента и создавать то, что для вас интересно. Спасибо, что вы рядом. А вот можешь рассказать, вот когда ты снимала квартиру, спрашивали там, откуда ты приехала, или там есть, может быть, какое-то негативное отношение к иностранцам? На самом деле, слава богу, я этого очень сильно на самом деле опасалась. И я столкнулась с тем, что в общем и целом такое настроение в обществе довольно-таки аполитичное. То есть, когда ты начинаешь общаться с людьми, как правило, темы политики не затрагиваются в обычных разговорах. То есть, сколько бы вот я ни общалась, еще ни разу никто меня не взял за грудки и не пытался выяснить какую-то мою позицию. И меня это безумно радует. А в плане аренды жилья, опять же, спрашивали, допустим, где ты до этого жила, что. Ну, я могу сказать, что я там жила в Москве, допустим, да. А с кем-то, с кем я более доверительное общение у меня сложилось какое-то, я, естественно, рассказывала, откуда я приехала. Людей это заинтересовывает, как правило. О, а ты приехала из-за границы, ты жила за границей. Почему ты вернулась в Россию обратно, да? Немножко такое удивление и даже уважение. Все-таки есть определенное уважение к тем, кто или пожил за границей, или в принципе к иностранцам, оно сохраняется. А вот что ты говоришь, когда спрашивают, почему ты вернулся? Я, в общем-то, отвечаю все то же самое. То есть некая совокупность каких-то моих личных причин, которая заставила меня уехать, как бы я не лезу в какие-то там долгие рассуждения. И опять же, меня сильно как-то не допытываются. То есть довольно-таки такое толерантное общение происходит. Расскажи, вот ты переехала, и кем ты пошла работать? Когда я переехала, я приняла такое волевое решение, очень трудное решение, что я попробую работать на себя. Это всегда очень трудно, это всегда очень большая ответственность, это очень большие страхи. А вдруг на следующий год не будет работы, а вдруг в следующем месяце там не будет работы, там, я не закрою какие-то свои там, счета и так далее, и так далее. Это страшно. Вот. Но я решила, что я попробую делать то, что я хочу делать, работать на себя. И у меня все равно остается план Б, что я могу устроиться в туризм, в какую-то гостиницу, в какой-то отдел бронирования, и там совершенно спокойненько себе продолжать работать на зарплату. То есть этот план Б у меня как бы в голове такой остается. Поэтому работу я по большому счету искала уже на себя. То есть я зарегистрировалась на тех сайтах, где предлагается какая-то сдельная работа по фотографии, по ретуши, и стала таким образом брать заказы. Дальше я еще сделала одну такую интересную вещь. У меня рядом с домом находится пункт выдачи Озон, где выдают заказы. То есть это онлайн-магазин. Есть Озон, есть Wildberries, есть там Яндекс.Маркет и так далее. У них есть свои пункты выдачи. То есть туда приходят товары, ты приходишь, забираешь. И у меня рядом с домом есть такой пункт выдачи. Туда приходит не так много людей. Я устроилась туда работать, там небольшая зарплата. Но там, как мой офис, то есть я могу продолжать сидеть, обрабатывать свои какие-то фотографии, которые я сделала с фотосессии, делать какую-то там ретушь и так далее. И у меня вот так вот две работы по большому счету совмещается. Сколько примерно получается заработать? Плюс-минус, вот так, чтобы вписаться в свои расходы, это 100 тысяч в месяц.
Получается, зарабатывать тоже так же, плюс, то есть какой-то месяц больше, какой-то месяц меньше. Опять же, это зависит исключительно от меня, от того, насколько много я там возьму заказов и так далее, насколько я там не буду лениться их выполнять и прочее. То есть меня никто в этом случае не подгоняет. Поэтому, с одной стороны, очень многие люди стремятся работать на себя, но, конечно, тут надо принимать риски того, что сидеть, отдыхать не получится, и все время надо думать головой, все время надо искать где-то заказы и так далее, и так далее. Но вот моя, скажем так, потребительская корзина в месяц, это там порядка 100 тысяч рублей. Ну, на сегодняшний момент это в районе $1000, где-то так. Вообще неплохо, вот здесь слышится офигенно. Ну, смотри, то есть сюда входит аренда жилья, сюда входят коммунальные платежи, причем аренда, опять же, не самого дешевого, то есть можно было бы и еще дешевле найти жилье, какой-то такой бабушкин вариант, ну, я решил, что я, в общем-то, не хочу в таком варианте жить. Плюс у меня есть какой-то там небольшой кредит, который я брала на обучение для продвижения там фотографий и так далее. Какие-то вот такие мои расходы там на транспорт, там на такси, на еду и так далее, и так далее. Плюс мои какие-то поездки куда-то, опять же, на Красную Поляну, вот я вчера ездила, да. Вот на сегодняшний момент, вот можно посмотреть, какой сегодня конец месяца, и я вот сегодня смотрела свои расходы, у меня там 89 тысяч на сегодня по расходам. Мне банк уже полностью сам считает мои расходы, то есть по каким там статьям у меня больше выходит, там, и так далее, и так далее. Все уже посчитано. Ну, а так, в общем, хватает, на жизнь остается или впритык? Ну, у меня пока я чуть-чуть впритык. Конечно, я работаю над тем, чтобы больше оставалось. Пока что я вот ровненько вписываюсь в свои расходы. Конечно, я могу сократить свои расходы, там, отказывать себе там в походах, я не знаю, в какое-нибудь кафе, отказывать себе в каких-то там поездках и развлечениях и так далее, и так далее. У меня, наверное, будет больше оставаться денег. Вот. Ну, а смысл, зачем я тогда работаю, по большому счету? А вот творчество, типа пение, то, чем ты занимался в Израиле, ты не хочешь развивать? Мне хочется это развивать. Я как будто бы вот эту сферу сейчас немножечко отложила в сторону. Как будто мне еще в голову не пришла мысль, где можно это реализовать. Я так думаю, что если я найду какое-то место, где я смогу периодически выступать, то я была бы абсолютно не против. Это было бы и мне приятно, как для такой реализации, и дополнительный какой-то доход тоже. То есть я сейчас сконцентрировалась больше на фотографии, на ретуши, на создании какого-то контента и так далее. Вот. Но я абсолютно это не исключаю. То есть я для себя в этом плане рамок никаких не ставлю. А вот вообще какие профессии востребованы в Сочи? В Сочи практически каждый, кто приезжает сюда жить, поначалу работает здесь риэлтором. Это уже такой установившийся, там, я не знаю, стереотип там, и так далее. Поскольку требуется много, опять же, и на съем, и на аренду, и очень много покупают жилья, очень много чего строится, каких-то жилищных комплексов там и так далее и тому подобное. Очень развивающийся город, и цены продолжают расти на жилье. Поэтому, наверное, номер один – это профессия риэлтора, который поработали все, кто в Сочи приехал только что. Соответственно, работа в туризме во всех ее возможных вариантах. Ну и в любых других сферах. Вот у меня подружка работает в банке. Банков, естественно, опять же, много всяких отделений. Ну и дальше кто во что гораст, по большому счету. Много приезжает людей, которые работают удаленно. Я знакома с людьми, которые занимаются продажей на бирже, то есть купли-продажи на бирже, работают там с криптовалютой и так далее, которые какое-то время пожили даже в других странах, там на Бали, в Дубае, где-нибудь на Шри-Ланке там и так далее, и так далее. Угу. А вот расскажи про бизнес и про налогообложение. Я могу сказать конкретно про себя, буду говорить. Сейчас в России появилась такая интересная штука, как самозанятый. То есть помимо индивидуального предпринимателя ИП можно зарегистрироваться как самозанятый. Для этого не нужно, в принципе, практически ничего. Ты устанавливаешь приложение в телефоне, вводишь туда какие-то свои данные, паспортные там, и так далее, и ИНН, прочее. Регистрируешься таким образом.
И это приложение позволяет тебе выписывать счета на оплату для физических, для юридических лиц. Тут же им, соответственно, посылать ссылку для оплаты. И позволяет также выписывать чеки. И это приложение само тебе автоматически считает твой налог. У меня этот налог сейчас, если я не ошибаюсь, составляет 4%. Причем там есть льгота. Первые 10 тысяч налога будут считаться по 1%. Опять же, если ты регистрируешься как самозанятый, конечно, там есть ограничения по сумме дохода. И если в год, если я не ошибаюсь, то ли миллион, то ли 2 миллиона, если ты не перешагиваешь, то ты остаешься в этих рамках. Если ты начинаешь перешагивать, то, соответственно, ты должен уже расширяться до полноценного индивидуального предпринимателя. Вот, то есть для тех, кто имеет какой-то мелкий бизнес, для тех, кто, вот как я, допустим, занимается фотографией, кто-то какими-то поделками занимается, там, не знаю, варит мыло, ну, вот какой-то такой мелкий бизнес, что-то делает руками, там, занимается, не знаю, там, сантехникой, какими-то услугами и так далее, очень удобно. Потому что ты остаешься в рамках как бы правового поля, то есть ты можешь выписать чеки нормально людям, ты можешь формировать, скажем так, свою историю, и если ты в дальнейшем захочешь взять там ипотеку и так далее, тебе нужно подтверждать свой доход, у тебя будет документ, который ты оттуда же с приложения скачиваешь и предоставляешь его. То есть вот это очень удобная штука. И, собственно, я таким образом зарегистрировалась. У меня там есть определенный список деятельности, который я могу производить. Вот, я, опять же, это тоже могу все там поменять и так далее. Очень удобная штука. Мне не нужен бухгалтер для этого, мне ничего для этого не нужно. Но это, наверное, что-то типа Экспатур, вот что-то в этом роде. А как часто нужно налог платить? Он сам автоматически выставляется на следующий расчетный период. То есть, допустим, то, что в этом месяце я повыписывала чеки, в конце, получается, следующего месяца мне выставят там эту сумму, и мне там будет мигать, что оплати там, я не знаю, 300 рублей, 500, ну сколько-то там, да, сколько я выписала там чеков и так далее. Вот, я захожу и выписываю. Опять же, я могу это поставить на автомат, я могу туда привязать свою карту, я могу туда привязать свои счета, и оно будет списываться таким образом автоматически оттуда. Ты думала про покупку квартиры? Я думала про покупку жилья в Сочи, в принципе, это первое, о чем я сразу начала думать. И я провела целые, как бы, такие изыскания на эту тему. Я очень много общалась с риэлторами на эту тему. Мне продолжают звонить с огромным количеством предложений. Поскольку, повторюсь, да, это очень такая большая сфера. То есть, если ты один раз обратился к кому-то с этим вопросом, тебе потом, конечно, целыми днями будут названивать, предлагать там что-то и так далее, и так далее, и так далее. Вот. И я провела определенные изыскания. Значит, что касается покупки жилья, поскольку у меня своего жилья, в общем-то, нету нигде, к сожалению, я стала думать на эту тему, поскольку аренда тоже все-таки не маленькая, и не хочется ее платить в никуда, я стала думать, насколько возможно взять какую-то ипотеку с платежом, который будет приблизительно равен вот этой аренде. Ипотеки следующие. Какие есть минусы? Минусы то, что достаточно большие ставки по ипотеке в России. Это, как бы, все это знают. Это порядка 25% годовых. Это может быть 23%. Ну, то есть это будет в диапазоне от 20 до 30%. Поэтому я говорю в среднем где-то 25%. Это что касается вторичного жилья там, и так далее. Но есть льготные программы кредитования. В льготные программы попадают новостройки. В льготные программы может попасть, допустим, семья с детьми, молодые семьи, если хоть один человек там в возрасте до 35 лет, да. Есть также IT-ипотека и военная ипотека. Вот у них сниженная процентная ставка. Она может быть там от 6 до 10-13% годовых. Ну, 6 не знаю, 6, наверное, это сильно такая льготная получится, да, но реалистично там рассчитывать где-то, наверное, на 10-13% годовых. Вот. Это влияет очень сильно в первую очередь на твой ежемесячный платеж. То есть выгоднее всего в конечном итоге брать, конечно же, новостройку, чтобы ипотека была льготная. А вот в прошлом году, когда я разговаривала с риэлторами, предлагали однокомнатную квартиру где-нибудь в ЖК «Кислород»
только что построенный жилищный комплекс в районе где-то 8 миллионов рублей. Первоначальный взнос должен был составлять, ну, где-то порядка там 20-30%, то есть по-хорошему там нужно было внести 1,5-2 миллиона, ну, по-хорошему 2 миллиона рублей первоначального взноса, и тогда у тебя получался ежемесячный платеж, ну, я бы там, наверное, вписалась где-то вот в 40, наверное, в месяц. Это на лет 20, условно говоря. Вот. Ну, там, на самом деле, между 20 и 30 годами не такая большая разница в ежемесячном платеже получается, поскольку срок уже там такой длинный. Вот. То есть это что касается вот таких цен. То есть, конечно, желательно иметь какой-то первоначальный взнос, выгодно брать новостройки, да. Другой момент, что это новостройка без ремонта. То есть, как правило, здесь продают жилье без ремонта, потому что каждый делает ремонт под себя. Ну, то есть голые стены, да, вот это. Голые стены, вплоть до того, что там может быть внутри ничего даже не огорожено, даже самих, то есть только несущие стены по большому счету стоят, а дальше ты уже как хочешь это так и делаешь. Еще пару сотен тысяч должен вложить в ремонт. Ну, пару сотен это маловато, конечно, чтобы я рассчитывала приблизительно, чтобы сделать такой нормальный человеческий ремонт в однокомнатной квартире. Ну, пару сотен это вот будет совсем такой вот чистенький ремонт, дешевенький. А так, ну, еще где-то, наверное, 500 000 в ремонт надо будет вложиться в такой квартире, чтобы поставить нормальный там санузел, полностью зашить это в плитку, а не в какой-то там... Линолеум. Да. То есть понятно, что если просто покрасить стены, там бросить линолеум и какая-нибудь старенькую кухню с мусорки собрать, это и в 200 000, в принципе, можно уложиться. Ну, как-то будет нормально. Вот. А чтобы это было с расчетом на будущее, чтобы потом эти ремонты не переделать, я считаю, что это невыгодно. То есть сделать дешевый ремонт, потому что ты в результате все равно будешь переделывать. Выгодно сразу сделать, соответственно, санузел хороший, чистовой, человеческий, да, сразу поставить какую-то хорошую нормальную кухню, потому что это то, что встроено, это уже будет постоянно. А дальше уже там можно со временем купить, я не знаю, более дорогую кровать, там что-то и так далее. Вот. И эта квартира, сразу скажу, 8 миллионов, это небольшая квартира, приблизительно той же квадратуры, как та, в которой я сейчас живу, это порядка 25 квадратных метров общей площади. Общей площади, да, где-то так. Это квартира-студия, по большому счету, такая небольшая. Окей. И что ты думаешь? Но я так думаю, что в тот момент, когда у меня будет первоначальный взнос, я с удовольствием этой темой займусь. Ну, вообще, как бы, получается, ты уже с концами вернулась в Россию. Получается так. Да я не ставлю себе каких-то ограничений. Я говорю, если так сложатся обстоятельства, что мне будет интересно или выгодно, или вообще мне придет такая мысль в голову переехать куда-то еще, я абсолютно себя не буду в этом ограничивать. Я говорю, очень многие ребята, с которыми я сейчас общаюсь, очень многие где-то пожили еще в других странах. Или наоборот, сейчас уехали пожить в других странах. Потом возвращаются обратно. С этим проблем никаких нет. Самые, конечно, популярные направления для тех, кто работает каким-то образом удаленно, это Таиланд, Бали, не знаю, какие-то вот азиатские такие страны. Я так предполагаю, это связано с тем, что, во-первых, там относительно недорогая как бы, жизнь сама по себе, не такие большие расходы. Приблизительно сопоставимы сейчас вот с теми расходами, которые здесь. Вот. Но при этом нормальный такой, скажем, уровень жизни и сервиса. Очень много кто жил в Дубае, уезжают иногда на зиму в Дубае жить. Скажи, покупка квартиры для сдачи, это выгодно? Выгодно. Особенно в Сочи это выгодно. В принципе, ликвидность жилья в Сочи, пожалуй, и опять же, я не специалист, я говорю исключительно свое очень субъективное мнение. Если кто-то из специалистов скажет, это все не так, как она рассказывает, пожалуйста, я говорю исключительно свое субъективное мнение, то, что мне удалось узнать на данный момент. В Сочи, на мой взгляд, наибольшая ликвидность жилья, вот то жилье, о котором я сказала, при вложении 8 миллионов рублей,
в месяц можно сдавать такую квартиру, вот если брать на долгосрок, вот в районе, опять же, там 30-35 тысяч рублей, как я сейчас снимаю, да, либо же летом это можно сдавать посуточно, и сдавая летом посуточно, если это район, который в относительно удобном доступе до моря или до центра, это может быть порядка 70-100 тысяч в месяц доход, вот в летние месяцы. Конечно, здесь не такой длинный сезон на Черном море, как, допустим, на Средиземке, то есть это, конечно, июнь, июль, август, ну, может быть, чуть-чуть можно захватить май, можно чуть-чуть захватить там сентябрь и так далее. То есть это 3-5 месяцев вот такого активного сезона, да, и вот за этот сезон это может быть там от 70 там, до 100 тысяч в месяц вот такого дохода. Конечно, еще довольно-таки выгодно, когда покупают прям совсем какое-то дешевое жилье, это даже не жилье, а какие-то не то гаражи, не то что-то, предназначенные вот для сдачи вот на самом берегу, в каких-то близлежащих поселках, и их сдают за недорого, у них еще больше получается ликвидность, потому что стоимость там как бы не такая дорогая, это даже не считается жилыми помещениями, но на лето сдается замечательно. Какая-то социальная помощь возвращенцам, иммигрантам есть от государства? Ну, смотри, во-первых, я не считаюсь ни иммигрантом уже, ни возвращенцем. Почему вообще здесь очень часто люди уезжают куда-то жить за границу и совершенно спокойно возвращаются обратно, потому что нет никакой проблемы с тем, чтобы тебе не начислялись какие-то лишние, скажем так, вещи, когда ты отсутствуешь в стране. То есть я уехала в 2017 году, я закрыла свои кредиты, я закрыла какие-то ненужные мне там кредитные карты, я оставила генеральную доверенность своей маме на случай, если там как-то надо будет последить за моими счетами и так далее, и совершенно спокойно уехала. И мне для этого не надо никого уведомлять, не надо никого ставить в известность. Да? Когда я приехала, ко мне не было никаких вопросов ни на таможне, нигде. Я просто оформила новые кредитные карты, потому что другие платежные системы на сегодняшний момент здесь существуют. Открыла как бы заново свою, скажем так, кредитную историю. И дальше продолжаю жить так, как будто бы, в общем-то, ничего и не произошло. И все на этом. Единственное, что мне пришлось сделать, поскольку я жила в Москве, моя медицинская страховка, она бесплатная здесь. Она не условно бесплатная, она прям бесплатная. Но ты все равно приходишь в какую-то страховую компанию, где ты оформляешь, тебе дают такую вот бумажечку, где написано, что это твой страховой медицинский полис. И тебе его просто дают бесплатно. Просто это может быть разная компания. Это может быть Сагаз, это может быть там кто-то еще, Ресо-гарантия, там неважно. Расскажи как раз про это, про медстраховку и про медицину. Да, давай перейдем тогда к медицине. Значит, медицинская страховка в России, она бесплатная. Каким образом это происходит? Ты выбираешь какую-то страховую компанию. Это может выбрать за тебя твой работодатель, у которого заключен с ней договор. Если это работодатель, тебе просто на работе приносят эту бумажку. Все, потому что у них есть все твои данные, они тебе ее принесли. Если ты сам можешь пойти в какую-то страховую и там это оформить, это бесплатно. То есть ты просто записываешься на какое-то определенное время, приносишь там паспорт, может быть, ИНН, какие-то вот такие документы простейшие, да, и тебе ее выписывают. А что такое ИНН? Индивидуальный номер там налогового страхования, вот, да. Сейчас могу путаться, поэтому... Вот. Значит, ты получаешь на работе либо самостоятельно вот этот страховой медицинский полис, и дальше ты можешь пользоваться всеми услугами, которые, собственно, в это входят. Если ты захочешь получить какую-то расширенную страховку, и чтобы тебя обслуживали в какой-то частной клинике, ты можешь самостоятельно оформить страховку, она называется ДМС, она стоит там дополнительных денежек. Раньше это стоило, на самом деле, достаточно недорого, там, лет 10 назад это стоило, может быть, 35 тысяч в месяц. Сейчас не знаю, не задумывалась даже на эту тему. И тогда к тебе приезжает частная скорая, ты обслуживаешься в частной клинике, там уже вообще никаких очередей, ничего нету и так далее. Значит, в портале госуслуги, знаменитый российский портал, о его недостатках чуть-чуть позже мы обязательно поговорим тоже, можно записаться прям там в поликлинику. То есть ты выбираешь время, выбираешь врача, там они все прописаны с фамилиями, причем там же есть возможность поставить отзывы, какие-то там звездочки и так далее. Очереди
на тот момент, опять же, я стараюсь не обращаться к врачам, но на тот момент, когда я обращалась перед отъездом, мне нужно было сделать такую маленькую операцию, которой занимался хирург. Я записалась вот на следующий день. Хирург в поликлинике, как правило, не сильно занят, не сильно перегружен, и поэтому у меня буквально, вот я прикрепилась к поликлинике, то есть я получаю этот квиточек, я выбираю какую-то поликлинику, которая находится в самом ближайшем от меня месте, где я проживаю, где я прописана, либо где я вот арендую жилье. Я прихожу, говорю, я у вас буду обслуживаться, заполняешь бланк, расписываешься, что ты прикреплен к этой поликлинике. Все. И ты будешь ходить в нее, из нее будет приходить к тебе там, врач на дом, если что-то, и так далее, и так далее. И вот я выбрала такую поликлинику, взяла талончик к хирургу. На следующий же день, буквально там в 9 утра, он мне все сделал, и я пошла на работу сразу же. Это перед отъездом куда? Это перед отъездом в Израиль, да, мне нужно было там маленькую какую-то операцию сделать, для того, чтобы уже на эту тему не думать, я решила это вот сделать, собственно, по полису, то есть ни копейки денег не стоит, там у меня взяли какой-то анализ крови, который обязательно перед тем, как делать какие-то операции, и на этом, в общем-то, все. Вот. Очереди, как правило, не очень длинные, но, опять же, я давно не обращалась к врачам, стараюсь вести здоровый образ жизни, поэтому мне это не сильно актуально. Есть еще в России такая штука, называется диспансеризация. После 30 лет в России человек имеет право на диспансеризацию, где он проходит всех врачей, сдает все анализы. То есть это такой чекап всего организма. Это очень удобно. Вот, мне, в принципе, естественно, оно уже тоже положено. Вот, но я пока что этим не пользовалась, не озадачивалась, как бы нету такой нужды. Вот, но тем не менее оно есть. Дальше особенность медицины в России такая, что можно вызывать просто врача на дом. Не скорую, а просто врач, если ты в плохом состоянии, если у тебя какая-то очень, очень высокая температура, действительно может приходить на дом, приходят к детям там, и так далее. И скорая здесь по-прежнему бесплатная. А врач приходит за деньги? Нет, это все бесплатно. Это все бесплатно. Платно только если ты пойдешь в частную клинику и в частном порядке захочешь решать какие-то вещи свои. То есть, если ты там нашел какого-то врача действительно высокой категории, ты не доверяешь какой-то муниципальной там поликлинике, пожалуйста, иди, плати там свои деньги и так далее. Это все возможно. Вот. А остальном все бесплатно. Что касается непосредственно скорой, я могу сказать, что в этом есть, да, плюс, в том, что скорая бесплатная, она к тебе приезжает по любому поводу, то есть ты скажешь, что у тебя очень высокая температура, там под 40, они к тебе приедут. Минус в том, что этим люди, к сожалению, пользуются, к сожалению, недобросовестно к этому относятся, считают, что это само собой разумеющаяся вещь, и вызывают по самым глупым и ничтожным причинам. И когда говорят о том, что ой, ко мне долго ехала скорая, ой, а как же так, вот я там 2 часа там и так далее. А скорая действительно, во-первых, могла объективно стоять в пробках, во-вторых, ее могли вызывать огромное количество раз по абсолютно ненужным причинам. Поэтому я сейчас скажу непопулярную вещь, закидайте мне тапками чем угодно, я за то, чтобы в России скорая стала платной. Для того, чтобы люди начали, во-первых, ценить то, что она есть, и перестали вызывать скорую по ничтожным причинам. И это позволит людям, во-первых, ответственнее относиться к собственному здоровью и разгрузит просто-напросто врачей. И тогда они будут приезжать уже непосредственно по назначению. Ну, в Израиле, например, скоро вызов $200 стоит. Просто так здесь никто не вызывает. Конечно, поэтому я за то, чтобы в России тоже не вызывали просто так, потому что действительно я вижу очень много каналов фельдшеров, тех, кто работает на скорой, и они рассказывают, по каким причинам скорую вызывали. То есть там человек перепил просто-напросто, у человека, да, высокая температура, ну, как-то нехорошо стало. Плюс отношение к врачам на скорой помощи зачастую, ну, пренебрежительное. То есть это считается, ну вот ты не обязан. Приезжай вот и доставай меня там из любой ситуации. Я считаю это абсолютно неправильно. Я считаю это абсолютно неправильно, и люди разучились, к сожалению, это ценить. И я за то, чтобы, да, она стала платной.
Тогда люди будут ответственно относиться к своему здоровью. Они будут понимать, что по любой причине к ним не будут приезжать. Что надо все-таки как-то за собой следить самому в том числе. И если ты вызвал по ничтожной причине, да, будь так любезен заплатить за это. Мгм. Расскажи про общественный транспорт, плюсы и минусы. Значит, общественный транспорт здесь достаточно разнообразный. У меня такой чуть-чуть отдаленный, получается, район. У меня раньше ходил один единственный автобус, сейчас уже второй есть. Если пройти еще 5 минут, спуститься к главной дороге, там есть остановка, где уже больше общественного транспорта. Поскольку Сочи находится на горах в основном, по плоскости, то есть там, где курортный проспект, там, где низина, ездят большие автобусы. И вот здесь вот на горах ходят такие небольшие маршрутные автобусы. То есть это тоже автобус, но он такой небольшой, компактный. Вот. Стоимость проезда, вот конкретно на моем маршрутном автобусе, это где-то 50-52 рубля. Вот сейчас не так давно подняли стоимость. Тот, который ходит по низине, он чуть-чуть дешевле, он, по-моему, там порядка 40 рублей стоит за поездку. Вот вчера я ездила на Красную Поляну, туда ехать, но опять же, если без пробок, это на автобусе где-то часа полтора, это порядка 340 рублей в одну сторону. Но это достаточно уже большое расстояние такое. Есть также «Ласточка», то есть это электричка. До Адлера она долетает минут за 20, до Поляны она доезжает, по-моему, за час 10, где-то в этом диапазоне. Она уже стоит подороже. То есть до Адлера она стоит, по-моему, около 400 рублей, и до Поляны около 600, если я не ошибаюсь. Ну, могут там по чуть-чуть как бы поднимать стоимость, но вот я говорю диапазон цен, поэтому. Здесь нету старых таких раздолбанных электричек, здесь все они абсолютно новые, то есть в Москве, когда я в свое время приезжала, там, конечно, были ужасные совершенно электрички, ну и там сейчас они стали намного лучше. А здесь вот такие вот «Ласточки», ходят контролеры, очень уважительные, кстати, контролеры, совсем не похожи на те, которые были 20 лет назад, когда я переехала в Москву, и это были просто бои насмерть, вот. А здесь все такие вот спокойные, уважительные. Но опять же, здесь сказывается то, что это юг, это все такие немножко на чили, на расслабоне. Это самый южный город в России, самый дорогой курорт, наверное, в России, да. Вот, поэтому здесь чуть-чуть есть такие свои особенности в этом отношении. Но транспорт ходит достаточно часто, то есть мой автобус, допустим, в будние дни может ходить каждые 15 минут, когда пробки, он может ходить уже подольше, каждые полчаса, но это достаточно большой промежуток времени считается. И до центра я доезжаю где-то за полчаса приблизительно. Но опять же, мне радует, что здесь небольшие расстояния, что если вдруг вот нету автобусов, я, во-первых, могу доехать на такси. Такси от центра до меня стоит вот сейчас в районе 350-400 рублей. Ну и если совсем все плохо, я и пешком дойду эти 3 километра. Меня это не напрягает, по большому счету. Расскажи про продукты питания и что лучше, хуже, чем в Израиле. В России, несмотря на все какие-то препятствия, тем не менее, очень большой выбор, да, в продуктах питания. 100%. Я пользуюсь доставками, поскольку, опять же, я живу на горе, мне таскать сюда это все неудобно, я живу одна, поэтому я не ношу продукты из магазина вообще. Я все делаю доставками. Для этого есть очень много сервисов, есть сервис Самокат, есть сервис Delivery, есть там Яндекс.Доставка, там Сбермаркет, ныне Купер и так далее. Когда ты заходишь в эти сервисы, в приложения, у тебя открываются те самые обыкновенные магазины, которые ты, собственно, видишь у себя в городе, то есть это там Магнит, Пятерочка, Окей, что-то еще, там в других магазинах могут быть другие и так далее. И ты видишь по каталогу, пожалуйста, выбираешь себе продукты, он тут же тебе показывает те продукты, которые ты уже заказывал, какие-то твои предпочтения. Там куча всяких разделов, допустим, готовой еды. Там даже есть разделы по рецептам. То есть ты нажимаешь какой-то рецепт, и он тебе тут же выкидывает все продукты, которые нужны для этого рецепта, которые ты сейчас сразу можешь себе закинуть в корзину. Также я это онлайн оплачиваю. Доставка стоить может там от 0
максимум самая какая-то дорогучая доставка, я не знаю, там рублей 200 может быть. А в чем разница? Дорогая доставка и недорогая доставка? Зависит от спроса и от суммы, на которую ты купил. То есть, если ты покупаешь на какую-то маленькую сумму, да, скорее всего, у тебя будет платная доставка. Если ты заказываешь, условно, там на 3-4 тысячи, она уже может быть бесплатной или там стоить, условно говоря, 50 рублей. Если сейчас сильно повышенный спрос, как накануне каких-то праздников и так далее, да, она может быть там подороже. Эту доставку можно перенести. То есть, у тебя есть диапазон времени, то есть, чтобы тебе доставили в течение часа, чтобы в течение там следующих 2 часов или вечером, или даже на следующий день ты можешь эту доставку заказать. И есть у тебя выбор, либо тебе привезут, либо тебе прямо ставят под дверью, там есть прям галочка поставить, чтобы тебя не тревожили, оставить под дверью. Если нету этих продуктов в наличии, есть выбор, чтобы тебе позвонили и спросили, заменить ли это на какие-то другие продукты, либо просто оставляешь это на усмотрение сборщика, чтобы он какими-то аналогичными продуктами это все заменил. То есть все это в сервисе есть, пожалуйста, вот в онлайне. А это доставка типа в тот же день или через неделю? Ну, смотри, есть доставка от самых ближайших магазинов, это от 25 минут до часа, когда это магазин буквально вот где-то в твоем районе находится, в шаговой доступности, они быстро собирают и тут же тебе привозят. Я пользуюсь чаще всего доставкой из магазина, который находится на другом конце города. Они успевают привезти где-то через 1,5-2 часа. Это ближайшая будет доставка. Либо любое другое время, которое я выберу в этот день или на следующий. У нас обычно доставка несколько дней забирает. Ну, доставка продуктов быстрая. Помимо доставки еды, точно такие же доставки есть из аптек. То есть те какие-то лекарственные препараты, которые не требуют рецепта, типа уголь, какие-то бромгексидины, сиропчики, там, я не знаю, аспирин С, обезболивающие и так далее. Я как только приехала, ну, естественно, у меня нету ни аптечки, ничего, но какие-то элементарные средства надо купить. И это заказала прям доставкой. Мне привезли домой, вот, пожалуйста, из аптеки. Точно такие же сроки по доставке, там, в течение часа, 2, там, 3, там, когда ты скажешь, тебе привезут. Плюс я же работаю в Озоне. У Озона можно купить все. Можно забронировать лекарственные препараты по рецепту в аптеке, чтобы они были к определенному времени, когда ты туда придешь. Можно купить те препараты, которые не требуют рецепта, прям непосредственно в Озоне тебе привезут это доставкой. Или в пункт выдачи, или на дом. Это тоже возможно. Можно купить любую бытовую технику. Можно купить, пожалуйста, шкафы, я не знаю, стулья, все, что ты хочешь, опять же, тебе привезут в пункт выдачи или непосредственно домой. И даже вплоть до того, что ты можешь купить там автомобиль. Серьезно, я даже об этом не знала, я ради прикола набрала в Озоне автомобиль, и мне выдал, да, можно купить на Озоне автомобиль. Можно заказать какую-то путевку, можно забронировать гостиницу, там же это все оплатить, можно купить авиабилеты и так далее, и так далее. А у меня была такая интересная история на Озоне. Есть доставка Озон Фреш, она быстрая, в течение часа. То есть, если ты на ближайшем складе где-то есть, тебе в течение часа это привозят. Как правило, это продукты. Точно так же, как вот в Деливере, там, в Сбермаркете и так далее. Но у них помимо продуктов появились еще всевозможные там бытовые какие-то предметы, техника там и так далее. И вот у меня на работе сломался планшет, на котором я рисую. И я думаю, господи, что мне делать? Я думаю, ну, посмотрю на Озоне какой-то подобный планшет. И я увидела, что он есть с доставкой вот в течение часа. То есть мне повезло, что нужный мне предмет оказался на каком-то ближайшем складе. И вот я заказываю, в течение часа мне прямо на пункт выдачи курьер привозит вот этот планшет, я его распаковываю, кладу и продолжаю дальше работать. Вот, то есть вплоть до того. Иногда Озон Фреш привозит для наших клиентов какие-то товары, которые они заберут из пункта выдачи, то есть не на дом они привозят, а к нам в пункт выдачи. И в Озон Фреше нам несколько раз уже телевизоры привозили. Какие-то еще вещи. То есть это очень такая быстрая доставка. То есть понятно, что это доступно там, где есть склад очень близко, естественно. То есть какие-то очень удаленные деревни, там в районе города, но объективно понятно, что там, возможно, такого сервиса не будет. Там это физически невозможно. Вот. А здесь это есть. И я этим благополучно пользуюсь. Мне это очень сильно спасает. Опять же, когда я девушка, когда я одна живу, когда у меня нету машины, когда у меня нету возможности там сил таскать на гору
все эти килограммы продуктов, я все это заказываю, все мне привозят домой, и походы в магазин для меня это уже такое времяпрепровождение, когда я хочу увидеть что-то новое, посмотреть там и так далее, чисто визуально. И плюс, опять же, когда ты заказываешь онлайн, ты кладешь продукты в корзину, и ты сразу понимаешь, какие продукты неоправданно дорогие, какие, ну, зачем тебе вообще нужно их покупать, у тебя нету какого-то вот этого соблазна, у тебя сразу посчитана итоговая сумма. Это очень удобно. И ты сразу можешь вести подсчет своих, скажем так, расходов на еду. Вот. У меня уже есть свой, как бы, установившийся такой, так скажем, лист, то, что я покупаю. Я стараюсь, как бы, правильно питаться, не покупать каких-то мусорных, совершенно ненужных продуктов, которые ты вот так вот хватаешь просто с полки, непонятно зачем. Вот. У меня уже все посчитано. Какие-то продукты, опять же, мне выгодно покупать на Озоне, допустим, какие-то орехи, которые в маленьких упаковках стоят достаточно дорого, я их заказываю большими килограммами на Озоне, они у меня там лежат дома, это очень выгодно. А вот вообще по вкусу, типа, в России там говорят, что молочка вкуснее, чем в Израиле, или там овощи какие-то другие. Ты можешь что-то сказать, типа, какое-то сравнение провести? Насчет молочки, в Израиле, во-первых, не так много фирм, как я наблюдала, которые делают молочку. В Израиле мне дико нравилось из кибуцев всякие молочные продукты. Вот это действительно было классно и вкусно. И когда это молоко скисало, это становился нормальный, настоящий там кефир или кислое молоко и так далее. То есть для меня всегда показатель, если молоко скисло плохо, это не молоко. И это вообще пить не надо, это надо выкинуть. Вот надо дождаться, пока молоко прокиснет. Вот если оно прокисло хорошо, и это можно употреблять, оно не стало горьким, значит это нормальный продукт. Вот. А в России просто-напросто выбор молочки больше. И есть, конечно, очень дешевая молочка из какого-то там восстановленного сырья чего-то, а есть, конечно, более натуральная. Ну, надо смотреть, что написано. Опять же, когда я выбираю в доставке, у меня есть возможность сразу выбрать молоко цельное. И все, и у меня все остальное уже показываться не будет, я буду из него выбирать. Вот. То есть просто из-за того, что выбор больше, ну, ты уже каждый на свой кошелек это выбираешь. Конечно, на мой лично субъективный взгляд, самая крутая молочка, которую я лично пробовала, была в Австрии. Вот это действительно какая-то умопомрачительная молочка. Я не знаю, как они это делают, но я совершенно случайно купила молоко, которое, причем было с 0% жирности. Оно было, по-моему, даже безлактозным, все, но оно было сладким. Там не было сахара вообще, и оно было сладким. Я не знаю, как они это делают, что у них там за сумасшедшие какие-то альпийские коровы, но это была самая крутая молочка в моей жизни. Вот. Что касается овощей и фруктов, здесь зависит, опять же, от региона. Сочи, поскольку южный регион, здесь с этим хорошо. Здесь достаточно хорошие овощи, фрукты. Есть сезонные. Вот, допустим, зимой наступает сезон хурмы. Я с удовольствием там ем хурму. Когда у нас здесь наступает сезон инжира, у меня вот инжирное дерево растет буквально рядом с работой, я прям оттуда срываю, или наши клиенты благодарные приносят там из своих огородов что-то такое собранное уже, это все тоже есть. Тутовник у меня вот растет рядом с домом, тоже я его обрываю, и продают там бабушки где-то, вот знаешь, возле станции, ну не станции метро, а возле переходов, в таких вот стаканчиках, я это тоже все покупаю. Кто живет там где-то повыше в горах, они там горную собирают, какую-то ягоду и так далее. То есть в этом плане выбор достаточно большой, плюс здесь есть рынки, где все это можно купить, да. Я не скажу, что на рынках прям дешевле, иногда даже бывает, конечно, что и дороже. Вот. Выбор, просто больше выбор. И плюс южный регион, где больше всего этого растет. Конечно, в Москве с овощами, фруктами было, ну, на мой взгляд, конечно, похуже. На тот момент, когда я там жила, опять же. Угу. А скажи, вот насчет транспорта, вот ты не думала покупать машину там или что-то такое? У меня была мысль покупать машину, и я посчитала, что мне это будет просто невыгодно. Вот конкретно мне, поскольку, опять же, это будет выгодно человеку, который, во-первых, постоянно ездит, ему, да, надо быть на машине, это будет выгодно тому, у кого есть там семья, дети и так далее. Я посчитала, что мне выгоднее ездить на такси, конкретно по Сочи. Если бы расстояния были больше, такси бы стоило больше, да, я бы подумала про какие-то другие варианты.
Вот. А здесь у меня вот на сегодняшний момент расходы на такси могут быть, ну, 2, ну, 3 тысячи рублей в месяц. А машина это минимально с учетом стоимости которую ты платишь за кредит за эту машину, с учетом стоимости ТО и вот это все прочего, бензин и так далее. Я посчитала, что это где-то в районе от 10 до 20 тысяч рублей в месяц по российским деньгам. Мне это просто не актуально. И плюс еще, опять же, здесь очень такие сильные горы. У меня нет такой уверенности и такого водительского опыта для того, чтобы брать машину. Поэтому пока что мне это как бы не нужно. Но, пожалуйста, кто имеет свои машины, вообще очень даже берут. Понятно, что сейчас в рублевом эквиваленте это стало намного дороже. Вот. Но, тем не менее, огромный какой-то автопром сумасшедший китайских машин, о которых я даже не знаю. То есть я когда вызываю такси, я не понимаю, что за машина ко мне приедет. Это всегда какая-то лотерея, там какие-то названия. Я просто смотрю на номер машины, потому что я понимаю, что я чисто визуально ее никогда не узнаю. То есть насколько изменился автопром, когда там я в десятых там годах очень много смотрела тестов, тест-драйвов на машины, я даже там как-то разбиралась в этих марках, как это все там устроено и так далее. То сейчас я понимаю, что я не понимаю ничего, и я не знаю никаких современных марок. И приезжают очень крутые китайские машины, я недавно заказала такси эконом. В принципе, когда заказываешь эконом, к тебе приезжает, ну, что-то типа Renault Logan, там может приехать там Geely, Kia, что-то в этом роде. То есть нету советского автопрома, чтобы было понятно, в экономе. Во всяком случае, в Сочи. Опять же, все делаем с поправкой, что это Сочи. И вот мне в эконом приезжает какая-то сумасшедшая машина, которая похожа на Ягуар, с белым салоном, с огромным количеством места там для сидения, с каким-то огромным массахом там посередине, да, с какой-то подсветкой. Я говорю, господи, а почему эконом? Он говорит, ну вообще-то моя машина, она может быть комфорт плюс. Просто для того, чтобы быть комфорт плюс, мне нельзя ездить в спортивной одежде за рулем. Мне неохота. Поэтому я беру все как бы тарифы и вожу в эконом в том числе. Вот. Плюс есть бизнес, но бизнеса, кстати, ну, у меня, во-первых, не было цели заказывать бизнес. Выше крыши хватает того, что есть. Это уже какой-то дополнительный просто понт. Вот. Но можно заказать бизнес. Отличие бизнеса в том, что водитель будет в костюме, и он будет открывать тебе дверь. Вот. Вот такое отличие, наверное. Да. Нормально. Есть такой вопрос. Что тебе нравится в России больше, чем в Израиле? И что хуже, чем в Израиле? Какое-то сравнение лично для тебя? Сравнение очень субъективное, с учетом того, как я жила. И, опять же, не всем, что есть в Израиле, к сожалению, я могла пользоваться, к сожалению. Вот. Наверное, сервисы, да, они объективны. Ну, уже я могу сказать так с уверенностью объективно, очень на высоком уровне. И это так не всегда было. Это случилось вот за последние какие-то годы. И я смотрю очень много подкастов от иностранцев, которые живут в России. И да, они отмечают, что в России очень высокий уровень сервисов по всевозможным доставкам. Не зря очень востребованная профессия, как курьер. И эти люди получают по 100-150 тысяч в месяц на своих доставках. Вот, это действительно так. Плюс сервис, допустим, в бьюти-сфере, ну, наверное, ни для кого не секрет, что специалисты вообще из СНГ, не только из России, вообще из СНГ, очень востребованы по всему миру. И вот эта бьюти-сфера, она очень развита, и технологии в ней очень развиты в странах СНГ. И эти специалисты, они востребованы везде. Это плюс. В России все эти сервисы, они достаточно доступны. То есть то, что я перечислила, это вот лично мне доступно с такой достаточно все-таки не заоблачно большой моей зарплатой, с незаоблачно большими моими доходами. Да, мне это все доступно. Для этого не надо жить там вот, получать какие-то огромные деньги. Это действительно плюс. Есть определенные, конечно, может быть, свои минусы. В сравнении с Израилем, наверное, минусы будут следующего характера. Вот первый очень большой минус, с которым я лично столкнулась и наблюдала,
это то, что в определенный момент времени с портала госуслуги, вот этот портал, который позволяет тебе любые документы там заказать, записаться к врачу и так далее, с него было украдено огромное количество данных людей, и на них были взяты там кредиты и так далее. Люди обращались в полицию, насколько я знаю, даже у них иногда не брали заявления, потому что это огромное количество было заявителей на эту тему. Каким образом это было украдено, мне, конечно, доподлинно неизвестно. Либо это было действительно взломано, либо люди по глупости действительно заходили на какие-то левые ссылки. То есть мошенничество, да, присутствует. Да, оно присутствует в достаточно больших масштабах. Но я смотрю, что это, в принципе, такая, ну, наверное, в общем, такая мировая проблема, когда звонят мошенники, когда вымогают данные карты и так далее и тому подобное. Это присутствует, да, это большой минус. И поэтому надо быть очень аккуратным. Не переходить ни по каким неизвестным ссылкам, не разговаривать ни с какими людьми, которые там просят каких-то твоих личных данных. Это действительно так. Ну это да, это общемировая проблема. Да, я считаю, что это в принципе общемировая проблема. Где-то с ней успешнее борются, где-то нет. Насколько мне известно, в Израиле намного легче вернуть свои деньги, если у тебя их украли таким образом. В России с этим будет посложнее. Плюс законодательство в плане, наверное, вот этот закон о декриминализации домашнего насилия, который в 2017 году был принят, он меня очень сильно расстроил. И в Израиле этот закон намного жестче. Я сейчас на самом деле сделаю видео про домашнее насилие, и здесь тоже есть случаи нехорошие. Есть случаи разные. Мой личный опыт, что полиция в Израиле реагирует гораздо быстрее и жестче. Это мой личный опыт. Мне пришлось один раз как бы с этим столкнуться как бы лично. Вот. И полицейские сработали потрясающим образом. То есть, ну, инцидента никакого не было. То есть, скажем так, примитивно была вызвана полиция, да, и мне довелось с ними пообщаться. И они очень быстро реагируют. Они задают правильные вопросы. И это в Израиле мне очень нравится. С другой стороны, к сожалению, и этого бывает, наверное, недостаточно для того, чтобы пресекать какие-то случаи насилия. Ну, не на ровном же месте это тоже происходит, да. Вот. К сожалению, ну, в России с большей халатностью, наверное, относятся к этому насилию. То есть в России для того, чтобы добиться защиты в этом плане, наверное, нужно приложить будет больше усилий. Хотя, опять же, я не хочу делать каких-то таких оценок, потому что в России лично я с этим не сталкивалась. Это, опять же, по моим каким-то очень общим наблюдениям. Вот. Что в Израиле реагирование на домашнее насилие гораздо более четкое, гораздо более жесткое в этом отношении. Вот. Намного, вот то, что я сказала, уже легче вернуть деньги, которые были мошенническим путем украдены именно в Израиле. В России с этим, да, могут возникнуть определенные трудности. Я хочу здесь еще там отметить, наверное, такой момент чисто личного такого общения. Когда я уже прожила достаточно долго в Израиле, вообще израильтяне удивительные люди, которые, с одной стороны, достаточно быстро идут на контакт, очень открытые. Очень легко в Израиле завести знакомство, очень легко как бы войти в контакт. И как будто бы, когда израильтянин на тебя смотрит, он сразу понимает, кто перед ним находится. То есть вот есть некая, знаешь, такая прозорливость у израильтян. Они сразу понимают, кто перед ними. И вот эта открытость, она, с одной стороны, это некий такой аванс тебе, а с другой стороны, они как бы быстро вот соображают, вот с этим человеком можно иметь дело, а вот с этим нет. Россияне более закрытые. То есть для того, чтобы войти в доверие, нужно время. Для того, чтобы с тобой просто вот на улице стали знакомиться, ты должен примелькаться, это не за один день произойдет. То есть мне потребовалось здесь прожить сколько-то времени, чтобы вот люди, которых я каждый день вижу на улице, которые приходят каждый день в мой пункт выдачи, да, начали со мной здороваться на улице. То есть это произошло не за один день. А в Израиле это происходит быстрее. То есть быстрее люди входят в контакт, быстрее начинают с тобой общаться, и быстрее как бы налаживают, скажем так, вот эти связи. Россияне в этом плане более такие аккуратные, что ли, такие более, может быть,
Ну, подозрительный, не подозрительный, конечно, наверное, неправильно так говорить. Вот, но по сдержанию в этом отношении. Хотя, опять же, это юг России. Здесь люди изначально тоже более открыты, чем, наверное, будут в более северных регионах. Вот, поэтому этот момент имеется... И мне это было, да, непривычно, потому что я уже привыкла к такому открытому общению, что если мы начинаем общаться, и дружба налаживается достаточно быстро. И, конечно, я очень скучаю по всем своим друзьям в Израиле, потому что в Израиле, наверное, остались самые близкие мои друзья. Так. Какие ты видишь для себя перспективы в России? Что дает тебе Россия, в отличие от Израиля? Слушай, я тебе скажу такую вещь. Я вообще не считаю, что страна, как некое государственное такое образование, что-то кому-то должна давать. То есть об этом человек сам должен, по большому счету, позаботиться. Я не могу сказать, что мне Израиль что-то дал, вот как страна, или что Россия мне что-то дала как страна. Да? В Израиле мне что-то дали конкретные люди, с которыми я была знакома, с которыми я была в контакте, которые мне помогали на определенных этапах моей жизни, которые сыграли огромную роль в этом. Да? Точно так же и в России были и есть такие люди. Вот. А что касается всего остального, ну, об этом ты сам должен позаботиться. Поэтому вот это мышление, что мне что-то должна дать страна, оно само по себе уже как бы ущербное, и человек не будет развиваться, если он так мыслит. И вот это, опять же, одна из проблем такого немножко постсоветского мышления. Оно, конечно, уже проходит, уже люди перестраиваются, уже начинают больше брать ответственности за себя, за свою жизнь. И понимать, что для того, чтобы зарабатывать хорошие деньги, это недостаточно там, быть хорошим, получить там образование и так далее. А надо думать головой, где ты можешь эти деньги заработать. И в этом плане, опять же, вот такая личная ответственность, наверное, у израильтян больше. Они меньше рассчитывают на помощь какую-то от государства, хотя в Израиле достаточно много всевозможных программ и помощи от государства и так далее. И, опять же, плюс Израиля, наверное, в том, что ты знаешь, что никогда ты не останешься на улице, ты не останешься там без продуктов и так далее, тебе всегда привезут, помогут. И то есть, если ты об этом скажешь, что вот ты нуждающийся человек, найдется огромное количество людей, которые прибегут и тебе помогут. И это огромный плюс Израиля. И это невозможно переоценить. И причем люди, когда помогают друг другу в Израиле, они даже не навешивают на себя какие-то ордена по этому поводу. Они помогли, потому что вот так надо. Все. То есть это какая-то абсолютная норма жизни. Я для себя ее приняла, и мне очень хочется продолжать ее транслировать и здесь тоже. В России с большей опаской это делают все-таки. И если будут помогать, то каким-то вот людям, которых они лично знают, которые знают, что они нуждаются и так далее. То есть с большим подозрением относятся к людям, которые просят о помощи и так далее. Вот, поэтому каждый человек, я считаю, должен сам находить какие-то пути самореализации там, и так далее, и нести за это личную ответственность. А государство, ну, по большому счету, должно обеспечить какую-то твою безопасность, там, вот на таком уровне. Скажи, влияет ли на тебя, ну, наверное, сейчас еще нет, но вообще, как ты воспринимаешь ситуация с ограничением на выезд? Ситуация по поводу ограничения на выезд, пока что я с ней не сталкивалась. Пока я работала в туризме, еще до того, как я приехала в Израиль, у меня было очень много выездов за границу, у меня неоднократно стояла шенгенская виза, у меня весь паспорт, собственно, утыкан ими. Мне даже мультивизу давали, хотя я даже не делала запроса, да. И тогда для меня, конечно, не предоставляло никаких проблем. Если брать в общем, то, наверное, возникнут сложности сейчас при получении шенгенской визы и выезда в Европу. Опять же, я лично этим вопросом не занималась, поэтому мне сложно сказать. То есть не то, чтобы эти выезды вообще были людям закрыты, но, наверное, возникают больше сложностей. И выезд, наверное, в Америку. Все остальные страны, все остальные там азиатские страны, их очень много. Пожалуйста, приезжай, выезд безвизовый там, и так далее и тому подобное. То есть основная проблема, да, это с европейскими, наверное, странами, с Америкой. Во все остальные можно ездить. Опять же, сейчас огромное количество блогеров, которые рассказывают про отдых в России, который всегда был недооценен.
И всегда даже мы сами, турработники, относились к этому как к чему-то более посредственному. И всегда как-то по остаточному признаку, так извиняющийся, так мы это предлагали, вот этот вот отдых по России. Хотя в действительности есть огромное количество очень интересных мест, которые просто недооценены. И мне кажется, еще вот одна проблема, наверное, россиян, то, что они недооценивают те блага, которые у них есть, те услуги, которые у них есть, те места, которые у них есть. И никто не должен прийти извне им чего-то там помогать. А, пожалуйста, берите и развивайте это все. У вас есть огромное количество возможностей, о которых вы не подозреваете. Мгм. Расскажи, какие у тебя ощущения по поводу безопасности? Вообще Сочи считается безопасным городом. Когда я сюда приехала и стала, естественно, спрашивать, что как в этом плане, и мне объяснили, что большая часть города закрыта камерами. И, в общем-то, в плане безопасности он считается одним из наиболее безопасных. И действительно, очень часто я возвращалась очень поздно вечером, ночью домой. Улицы бывают часто не освещены. В Сочи есть такое удивительное явление, как лестницы, по которым надо подниматься. Чаще всего они темные, неожиданные. Вот, но тем не менее, Что за лестница? из-за того, что горы, есть, допустим, дорога, по которой ты едешь на машине, но там может не быть какой-то пешеходной дорожки. И чтобы сократить путь, ты по лестницам через какие-то жилые дома проходишь вниз там или наверх как-то, да? Типа, как в Хайфе, наверное. Тоже Ну там вот много лестниц. что-то в этом роде, да, что-то, наверное, вот в этом роде, их очень много, они темные, они не всегда в хорошем, к сожалению, состоянии, ну есть какая-то в этом атмосфера своя, да, вот. Но в плане безопасности ничего со мной лично ни разу не происходило. Я подписан на канал ЧП Сочи, и там каждый день такие новости типа там кто-то украл кефир из магазина, что-то в этом роде, столкнулись там две машины где-нибудь в туннеле. У нас здесь есть такой мост, очень низкий по габаритам, и я сама видела, как очень большой какой-то трейлер не рассчитал эти габариты и въехал под этот мост, снес себе, естественно, крышу. Ну, не смог проехать, не обратил внимания. Такое бывает у нас здесь. Вот это, в принципе, все новости, которые здесь происходят. Ну, лучше такие новости. Ну, я думаю, да. В этом плане, конечно, слава богу, довольно-таки спокойно. И само вот настроение как бы у людей довольно-таки расслабленное в этом отношении. Это плюс, да, безусловно. А вот насчет климата. Климат в Сочи вообще абсолютно уникальный. Вот, как я уже говорила, это самый южный город России, самый теплый. И здесь сочетаются тропики с умеренным климатом. То есть у меня рядом с домом растет огромная береза. Рядом с ней растут банановые пальмы, обычные пальмы. И тут же рядом растет целые там заросли бамбука. И это все в одном месте. И каждый день, ну не каждый день, там условно, приблизительно раз в месяц, новость о том, что где-то в Дендраре или в парке Южной культуры зацвело там новое дерево, какое-то очень экзотическое. То есть минуса не бывает? Или бывает? Вот конкретно в Сочи здесь падает максимум до нуля. То есть вот сейчас температура плюс 10, плюс 5, плюс 10, вот так. Если подняться на Красную Поляну, да, там лежит снег, вот я там вчера была, там лежит снег, там может падать температура до нуля, там и до минуса, конечно, да. А здесь, как правило, снег не ложится, если он даже срывается, он здесь не ложится. Поэтому зима довольно-таки мягкая. Бывает очень много ливневых таких дождей. Вот. Мне очень нравится природа Сочи. Здесь круглый год зелено, очень буйная, разнообразная природа, очень много растительности сюда привезли из каких-то других мест экзотических, старались, чтобы они прижились, какие-то энтузиасты, там, ботаники, которые завезли сюда вот эту магнолию, которая совершенно сумасшедше цветет огромными белыми цветками и пахнет просто каким-то дурманящим там запахом. Плюс еще, мало кто знает, я об этом узнала только когда сюда приехала, здесь находятся самые северные плантации чайных деревьев в мире. Сюда их завезли, и первые несколько лет их укутывали, чтобы они пристроились к этому климату, первые 800 кустов. И сейчас 2000 гектаров этих плантаций, к сожалению, эксплуатируются пока что 200 гектаров, насколько мне известно, из всего этого количества. И это самый чистый чай без пестицидов, потому что те
та живность, которая живет на этих чайных деревьях в более южных регионах, она здесь просто не выживает. Поэтому здесь не нужно их обрабатывать никакими пестицидами. Поэтому это самый чистый и самый северный чай в мире вообще. Ну все, присылай чай тогда. Чай Краснодарского края вообще нет проблем. Здесь есть несколько компаний, которые занимаются чайным производством. Они выигрывали очень много призов в Китае. Я ездила на эти чайные плантации. Летом туда привозят еще слонов. Там можно устраивать фотосессии целые. Вот. Я была в шоке, я об этом не знала. При том, что я работала в туризме, я не знала вот об этой особенности. Это что-то сумасшедшее. До сих пор стоят вот эти все... То есть чайные плантации, которые уже взяты в аренду, да, у государства, и их обрабатывают, все. А есть очень много заброшенных. И вот эти вот кусты, они просто стоят, поросшие там ежевикой, там, какими-то еще растениями, да, и это готовый, в общем-то, бизнес. Это взять в аренду, там, это все почистить и просто вот срезать, собирать вот эти верхние листочки, ферментировать, и вот оно готовое чайное производство. Расскажи про друзей. Появились у тебя новые друзья? У меня появились, скажем так, новые мои такие знакомые, хорошие там товарищи, какой-то такой супер, наверное, тесной дружбы, которая у меня была в Израиле, еще не зародилась, но такие очень теплые приятельские отношения у меня уже здесь есть. Вот. Я стараюсь подбирать по интересам какой-то себе круг общения, да, ребят, которые чем-то интересуются, у которых есть какие-то свои бизнесы, там, и так далее, и так далее, вот. И люди очень приятные в общении, такие расслабленные, без каких-то предубеждений чаще всего, да. Поэтому, ну, мне, наверное, в принципе везет. Мне и в Израиле очень сильно везло, и, наверное, здесь мне везет на людей. А как твои знакомые из России отнеслись к тому, что ты сначала уехала из России, а потом вернулась? Абсолютно спокойно. Ну, наверное, по большей части с интересом. То есть их очень заинтересовала история как-то так, как я вообще оказалась в Израиле, почему я решила действительно вернуться. Чуть-чуть те, кто мало бывал за границей, те, кто не жил за границей, все равно есть еще такое впечатление, что вот везде за границей жить лучше, а в России как-то хуже. То есть какие-то базовые вещи, которые в России есть, воспринимаются как абсолютная данность, которая есть вообще везде. Это глубокое заблуждение. Так думать не надо. Вот. Но с интересом. То есть мне было интересно, кстати, как будут люди реагировать, будет ли какой-то негатив, будет ли какой-то антисемитизм и так далее, и так далее. И я с такой сначала опаской об этом рассказывала, но на моем опыте еще ни разу не было какого-то негатива. А вот был какой-то негатив знакомых, которые в Израиле живут, что ты уехала в Россию? Кстати, тоже нет. Я тоже этого опасалась, когда я звонила своим друзьям перед отъездом и говорила, что да, вот так сложились обстоятельства, что я считаю, что мне нужно уехать. И они, конечно, искренне были расстроены этим фактом. Вот, они мне все как один пожелали удачи. И ты знаешь, вот опять же, с теми людьми, с которыми в Израиле вот я очень близка была, в плане какого-то общения личного, нас ничто не разъединило, понимаешь? То есть даже вот все какие-то нагнетания какого-то обстановки и так далее, все равно мы остались все друзьями, кто бы откуда ни приехал. И абсолютно все отнеслись к этому с пониманием. И, конечно, они тоже искренне переживали за то, как я буду в России, как я адаптируюсь, насколько ли там безопасно и так далее. Да, вот. И я им тоже, когда приехала, стала показывать, как здесь устроена жизнь, что здесь есть в магазинах и так далее, и так далее. И, может быть, они как-то еще по-другому начали смотреть на то, как вот здесь устроен социум просто-напросто, да. Я это все как бы рассказываю. То есть у меня нет цели сказать, что вот там было плохо, а вот здесь хорошо. Нет, везде есть свои плюсы и минусы. И это чем-то обусловлено, в чем-то есть причина, почему вот это здесь есть, а вот здесь этого нету. Вот. Еще моя такая мысль заключается в том, что может быть вот это обилие сервисов каких-то сумасшедших, может быть это израильтянам так сильно и не нужно, то есть они не видят в этом цели какой-то такой, и не видят в этом супер какой-то ценности, да. Но, допустим, то, что большой плюс в Израиле, это ценность семьи. Безусловно. И то, что никогда никто не поставит работу перед семьей в приоритете.
Это очень важно, то, что в голове сохраняется, что вот эта работа, и даже мне, когда я работала, мой непосредственный начальник и мои сотрудники, когда там у меня была какая-то запара, они меня всегда останавливали, говорили, ты на первом месте, не нервничай, работа будет всегда, не переживай. То есть тебя никто не будет загонять, работай, 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 потому что ты на первом месте, твоя семья на первом месте, работа потом. Вот это вот очень важный момент. То есть, в принципе, есть чему россиянам поучиться у израильтян 100% и наоборот. Здорово. Советуешь ли ты людям возвращаться в Россию? Смотря с какой целью, с какими ожиданиями. Понимаешь, очень зависит от того, в какой профессии человек работает. Безопасно? Ну, жить вот безопасно. Ну, вот я живу одна, меня никто не защищает, у меня нет никаких защитников, по большому счету. У меня нет никаких электрошокеров, с которыми я хожу, по сути, да. Вот я уже больше года живу, все со мной вроде бы хорошо, живая, здоровая, никто меня не трогает, да. Вот. В плане безопасности, опять же, говорю конкретно про Сочи, все безопасно, все хорошо, никакие гопники нигде не пристают. Вот. А что касается уровня жизни, ну вот я говорю, это очень зависит от человека. Допустим, я знала профессионального плиточника, который приехал в Израиль, и через месяц он стал настолько востребован, что там уже через полгода к нему невозможно было записаться, найти у него хотя бы свободный день, чтобы он пришел тебе там 2 квадратных метра сделал. Потому что он просто был настолько хороший специалист, что он тут же начал зарабатывать очень большие деньги в Израиле. И вообще люди прикладных профессий, которые даже не требуют языка по большому счету. Опять же, мастера бьюти-сферы, профессиональный строитель, не разнорабочий, а именно профессиональные какие-то строители, там сантехники и так далее, которые не требуют, может быть, какой-то специальной лицензии в Израиле, они приезжают и сразу зарабатывают хорошие деньги. Это действительно специалисты. И вероятно, что их уровень жизни в Израиле, да, будет выше. Да? Ну, вот, я говорю, это очень сильно зависит от профессии и от готовности человека предпринимать усилия для того, чтобы найти себя на новом месте. Понятно. Все, в принципе, я все вопросы задал. И спасибо тебе огромное за этот разговор, за то, что захотела поделиться с нами. Вот. Все, наверное. Будем на связи. Тебе большое спасибо. Я очень давно наблюдаю за твоими видео. Процветание твоему каналу, чтобы у тебя было очень-очень много подписчиков, тебя смотрели, и чтобы это кому-то помогало. Спасибо.